Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Ева. Вы на канале Ева Оракул. Сегодня тема для мудрых, осознанных девушек, которые не только любят заглядывать в будущее и искать ответы из сторон, но и готовы сами делать какие-то шаги, меняться и живут действительно осознанно и включенно. Для вас, дорогие мои, сегодня расклад. Сегодня пришла такая тема из потока про ваши отношения с мужчинами. Вот что вам мешает гармонии, счастья в отношениях с мужчинами? Причем неважно, в браке вы, не в браке, или у вас отношения сейчас есть или нет, в целом это будет про ваши отношения. Сегодня вот такие цветы мне попались, именно почему-то фиолетовые, понимаете? Я сегодня в фиолетовом. Это как так сложилось, сегодня у меня были другие планы, и я проезжала, увидела вот эти фиолетовые цветы, и я поняла, что сегодня будет такая, знаете, вот тема духовная, ментальная, скажем так, какие вещи, причем будем смотреть один вариант, какие три главных таких причины, да, которые мешают вам в счастье с мужчинами, в отношениях с мужчинами. Вот, давайте так смотреть. Вызвала сегодня колода, как обычно, вот на отношения любит она приходить, магия сердец. И помощником у нас будет колода Love Me, потому что там очень классные подсказки бывают. Ну, в общем, давайте начинать. Сегодня ничего загадывать не нужно, просто расслабьтесь, погрузитесь в эту тему, задумайтесь о себе, о своих отношениях. Вот. Эти сегодня цветы для вас. Я собрала, и после того, как я увидела этот цветок, я поняла, что сегодня будет очень интересный, мощный расклад. Ну, давайте по порядку. Первая причина у нас будет, и давайте топ-3 сегодня таких сделаем, да, 3 главных, 3 основных причины вообще по вашей жизни. То есть я почему не делаю 2 варианта, потому что сегодня для кого-то все 3 причины будут актуальны, кто-то только одну причину поймет, да, это про меня и проработает ее, а кто-то все 3 причины в себе узнает. Поэтому сегодня будет один расклад на всех, но будет несколько опций, несколько причин. Ну, давайте на вас настраиваться. Первая причина, что мешает вам в отношениях, в гармонии, какие есть нюансы. Сразу карта выпрыгивает. Интересно. Романтика. Ну, вы понимаете, вот приходит эта карта, и я почему-то сразу же, понимаете, такой момент увидела. Давайте его разбирать. Выходит карта подкаблучника, выходит карта романтика. Но она здесь не так однозначна. То есть я бы так сказала, что у вас в отношениях, во-первых, могут быть немножко проблемы с интимом, с близостью, потому что, ну, для женщины в любом случае интимная близость именно в таких глубоких отношениях это всегда про связь, про контакт, про такое чувство безопасности. Поэтому вот мне идет, что первая причина, что вам для того, чтобы эту связь почувствовать с мужчинами, вам немножечко нужно, чтобы мужчина, ну вот как-то сказать, вы неосознанно, подсознательно можете мужчин подавлять, из-за каких-то страхов, из каких-то болей, которые у вас были раньше. Возможно, это шло из детства, из каких-то старых. Видите, там вот это какие-то старые ваши отголоски. То есть близости с мужчиной мешает, в том числе интимной близости, может мешать именно ваше желание немножечко мужчину себе поджать, немножечко, знаете, его подмять, то есть сделать все по-своему. То есть это есть в вашем характере, но вот я смотрю, это не потому, что вы там какая-то злая ведьма, доминанта, да, и вам прямо это доставляет удовольствие. А нет, это очень часто из-за каких-то страхов, травм вам как будто бы хочется сделать мужчину немножечко безопасней, понимаете? Немножечко безопаснее, потому что вы, и только тогда вы начинаете чувствовать вот такую вот как бы с ним на равных, понимаете? То есть когда мужчина над вами доминирует, то есть он как бы, как сказать, пытается командовать, пытается как-то управлять, ревновать, ну какие-то показывает, скажем так, сигналы, знаки подавления, доминирования, вас это не устраивает. То есть вы должны чувствовать безопасность, вы должны чувствовать этот контакт. Когда этого нет, то у вас пропадает и романтика, и связь, и близость, и в том числе сексуальная тоже близость, интимная связь тоже. Вот. Давайте дальше смотреть, что еще. Ну вот, как я и сказала, это, понимаете, это идет из детства. Возможно, вы в детстве не чувствовали себя спокойно, безопасно, у вас не было доверительных отношений там или с мамой, или с папой, или даже с обоими родителями, поэтому
Это у вас идет из детства, вам нужно про себя знать. Вот. Вы скажете: Ева, окей, я это про себя знаю, дальше-то что? Понимаете? Ну вот видите, дальше-то что? А дальше, понимаете, а дальше вы отыгрываете этот сценарий, то есть ваш уже отцовский дом, и все это, все проблемы остались позади, но вы по-прежнему притягиваете в своих мужчин, понимаете, можно же сказать: окей, ну вот я доминирую, или я как-то буду мужчин так подавлять, но вы же понимаете, вы же хотите мужчину равного партнера, вы хотите мужчину, который не будет ни над вами доминировать, не вы будете его доминировать и подавлять. Вы хотите вот это вот, как у нас карта вначале шла, да, на равных. Но проблема в том, что пока у вас есть эти страхи, пока у вас есть желание, скажем так, человеку немножечко-то как-то его так это поддавливать, чтобы чувствовать его безопасным, понимаете, к вам и приходят под это чувство мужчины слабые, готовы, видите, поводу, которые готовы идти у вас на поводу. Вот, сейчас я вам подтверждение карту вытащу. Вот, видите, карта женщина. И тогда вот, когда вот вы его на поводок сажаете, то вы начинаете чувствовать себя как бы, ну, женщиной, спокойной, расслабленной и так далее. Поэтому, если вы хотите вот почувствовать себя женщиной вне вот этой игры, понимаете, то вам нужно, конечно, это про себя осознать. Видите, свидание. То есть у вас, видите, у вас отыгрывается по этой травме, по этой ситуации, вы часто в ваших отношениях именно вот ощущение такого. То есть вам кажется, что вы как бы ведете мужчину на поводке, вы его доминируете, то есть он как бы следует за вами, да, но при этом вас этот мужчина не устраивает, он для вас там слабоват, или не дотягивает, или есть еще какие-то проблемы. В общем, вариантов может быть очень много, потому что расклад общий. Но вы на самом деле очень хотите счастья, вы хотите, вот понимаете, безопасно лежать рядом друг с другом и чувствовать этот комфорт. Вы не хотите вот такого вот, но у вас так складывается по вашим травмам, что у вас часто именно вот такая вот ролевая модель отыгрывается, понимаете, в отношениях. Вот. Посмотрите это, запомните, может быть, вы даже кто-то себя узнал в этой карте, понимаете, и вы как бы уже, видите, здесь вот она как бы даже получает удовольствие немножко от этого, интересно, что выпрыгивает, выгода. Я же говорю, что у вас есть от этого, конечно же, выгода, понимаете, у вас есть выгода однозначно, ну, как бы вести себя таким вот образом, потому что это вам так безопасно, и мужчина пытается постоянно вас как бы догонять, завоевывать, вы немножко такая отстраненная, понимаете, но это в итоге те отношения, в которых вы несчастливы, понимаете, это в которых вам очень тяжело, вот, вы себя можете узнать. Вот, ну, а вам, конечно, хочется, понимаете, вот, чтобы мужчина был не который там сидит в облачках, а вы такая лидирующая главная женщина, понимаете, что там выходит. Да, ну, вот видите, я просто сейчас вот ткнула, вытащила из середины колоды, понимаете, просто вот понимаете, а вам, конечно, очень хочется, чтобы у вас была такая связь, вы на равных были, понимаете, чтобы можно было безопасно быть такими равными партнерами. То есть мужчина, выполняя свою мужскую роль и проявляя себя как мужчина, а вы в равной степени как женщина проявляете себя, свои женские качества. Понимаете, вот это слабое место в ваших отношениях, да, и исцелить это можно только тем, осознав это, отслеживая это и увидев корни этой ситуации. У каждого это сама, но это тоже, понимаете, это дело не расклада, это тема уже глубоких проработок, и как нам показывают, что, скорее всего, это родовые какие-то программы, то есть у вас, скорее всего, так было и у мамы, и у бабушки, и у папы, и у дедушки, ну, то есть это у всех было в вашем роду. Это не одно поколение, показывают тут как минимум в 2 коленах были люди несчастливы, жили в таких зависимых отношениях, то есть в отношениях, где кто-то кого-то подавлял, вот, и в итоге счастья не было. Ну, понимаете, выходит одна карта, а вы на самом деле уже совершенно другая женщина, вы хотите по-другому, но, возможно, где-то не получается, видите, нож в спину идет. То есть вы все время по сути, от того, что ожидаете такого какого-то отношения, может быть, плохого, какого-то предательства, какого-то подавления. Соответственно, вы сама первая нападаете, вы сама первая сажаете мужчину на поводок, чтобы управлять этой ситуацией, понимаете? Но на самом деле вы это уже совершенно другая, вам это не нужно, вы этого не хотите, вы этого понимаете. Вы и расклады смотрите, может быть, у меня на канале смотрели и «Новая жизнь», и «Будущий муж», да, и вы понимаете, что нет, я вообще не такая, я хочу другого, понимаете, но вам показывают, что в каких-то местах вы отыгрываете пока старый сценарий, нам показывают, что это ваши родовые сценарии.
ваши и родовые сценарии, и то, что у вас было, знаете, вот в ваших, скажем так, первых, вторых там отношениях, ну, то есть в начале вашей жизни, да, какие были отношения. Вот, дорогие мои, ну вот такая вот первая причина. Давайте вот вторую сейчас будем смотреть уже причину. С первой, я думаю, разобрались. Пишите в комментариях, что вам отзывается, что откликается. Какие вам сегодня причины. Одна или две? Ой, что там идет карта? Вторая. Ну, вторая карта, так и я и думала. Вопрос самооценки. Самолюбование выпало. Даже это перебила меня эта карта. Хватит его тут разглагольствовать. Давай рассказывай причины. Что ты тут рассказываешь? Так вот, вторая причина, понимаете, это, ну вот, понимаете, вы, вам бы хорошо бы, чтобы у вас появилось вот такое вот к себе чувство собственного достоинства, самолюбования, чтобы вы немножечко превознесли себя, понимаете? Немножечко вот это чувство достоинства, поняли, насколько вы удивительны, прекрасны и как бы вот достойны самого лучшего. Потому что когда в отношениях вы себя так не чувствуете, то вы, соответственно, притягиваете, понимаете, ситуации драматичные, да, в которых ваша самооценка может падать, мужчина может вами играть, могут быть какие-то манипуляции. Поэтому здесь важный момент, видите, что для того, чтобы, конечно, были здоровые отношения, счастливые отношения, гармоничные, человек должен уже проработать именно чувство собственной неполноценности, да, это же может быть, это звучит так громко, но в обычной простой жизни, да, то есть вам кажется, что другие лучше, что я недостаточно хороша, что, понимаете, что, ну, как сказать, всегда есть кто-то лучше, во мне есть какие-то изъяны, понимаете, то есть это тоже вот идет из вашего прошлого, понимаете, были какие-то травмы, очень болезненные ситуации были, которые вас, в общем-то, вот в это состояние, скажем так, недостаточно хороший, недостаточно, понимаете, такой достойной любви, вот об этом еще, достойной любви, понимаете? Соответственно, когда вы считаете, что вы недостойны любви или вы недостойны самого лучшего, то вы, соответственно, получаете не самое лучшее и не ту любовь, которую вы хотите. Мы всегда получаем как бы по нашим мыслям, понимаете, по нашим внутренним колдовству. Интересная идет такая вот магия, видите, колдовство. Но здесь эта карта, она о том, что вы сами можете легко себе поднять эту самооценку. То есть вы уже взрослая женщина, взрослая девушка, вам не нужно искать эту поддержку и отклик в ком-то другом. Вы должны понять, что это уже в ваших руках. Вы сами можете себе это наколдовать, намагичить, то есть перестроить себя, воссоздать себя заново, понимаете? Поэтому ваша самооценка абсолютно сейчас в ваших руках. Общайтесь с теми людьми, которые и выбирайте, и общайтесь с теми людьми, которые вас поддерживают, с которыми вы чувствуете себя хорошо. Выходите из тех отношений или из тех ситуаций, где вы чувствуете, что ваша самооценка начинает падать. То есть это ваша привычка, понимаете, немножко так вот соглашаться на все, понимаете? Вот. То есть вы понимаете, что вот там кто-то женится, есть какие-то такие картинки, а вы смотрите как бы, ну да, ну вот у меня, может быть, не складывается, и вы как бы принимаете немножко эту долю, как бы понимаете свою судьбу, и вы как бы думаете, ну да, там вот у кого-то, у кто-то женится, у кого-то что-то есть, у кого-то есть счастливые отношения, или там такой-то брак, ну вот у меня так, ну потому что я такая, я вот не такая прекрасная, как там другие, понимаете, вот у вас есть какая-то вот такая нотка самобичевания, самоедства, и она, конечно же, вам в отношениях путает, потому что мужчины любят, понимаете, готовы превозносить и любить ту женщину, которая любит себя. Поэтому, если вы себя ощущаете богиней, волшебницей, самой лучшей, самой красивой, то такой будут вас видеть и мужчина, и мужчины вообще все. И не только мужчины, но и все люди. Но мы сейчас говорим про отношения, поэтому... Сейчас, что-то мне эта колода вторая. Лавминум, видимо, мы на ней посмотрим советы вам потом. Что-то она меня позвала. Религия, карта религия, дом, сердечные дела, ваши установки. Ну вот видите, есть все-таки, видите, вот неверные установки про отношения, что сильно, понимаете, себя там как-то превозносить, быть, может быть, женщиной такой, знаете, сильно у вас, наверное, скорее всего, был пример тоже родителей, и вы, может быть, не видели, чтобы мама как-то, ну, скорее всего, знаете, какое-то немножко было, может быть, самопожертвование со стороны мамы, вот, именно почему-то мне идет по материнской линии. Ну да, то есть, видите, то есть, видимо, может быть, были какие-то конфликты, ссоры, измены, я не знаю, что там было у вас, но, скорее всего, увидели пример, где женщина, жертвуя собой, сохраняет отношения, или она, жертвуя собой,
тащит все на себе. Ну, то есть разные могут быть варианты, вы сейчас поймете, просто смысл уловите, да. Сценариев очень много, да. Но причина о том, что когда женщина так себя ведет, то, естественно, она убивает свою самооценку. И если там ее дочка смотрит на такой образ жизни, да, мы всегда пример берем не через слова, а через действия в первую очередь. Поэтому вы могли впитать в себя такую модель поведения обесценивания себя, понимаете? Вот. Хотя вы на самом деле человек, который хотите радоваться в отношениях. Вы не хотите в отношениях жертвовать, вы понимаете, что это бессмысленно, что это тупик, и что этим никому не сделаешь лучше. И вы прекрасно понимаете, что в отношениях нужно быть равным, каждый должен вкладывать да, то, что он может по силам, да, поэтому здесь такой момент, что вы, понимаете, вы знаете, какое счастье должно быть, но вот у вас есть, возможно, вот эти вот ситуации, которые вы видели, не самые лучшие примеры, поэтому вот именно так вот это проигрывается. Поэтому в ваших отношениях, в тех, которые у вас сейчас или которые у вас были, вы можете заметить, что мужчины могли вас немножко пренебрегать, не давать вам того внимания, какого вы хотели, не давать той любви, которую вы хотели. Просто потому что это такая очень глубокая вещь, да, ее на самом деле нужно, ну, как бы садиться и отдельно, правда, прорабатывать, потому что тема любви к себе, это, знаете, прям тема всех тем. Это прям начало-начало. И она очень часто, понимаете, проходит даже 5-10 лет, и вроде кажется, что ты с этой темой разобрался, но она снова приходит новой волной осознания, понимаете, своей ценности. Вот, поэтому, видите, вот у вас вот карта выходит потеря, поэтому у вас часто в отношениях вы чувствуете, что происходят какие-то, понимаете, вот обесценивание, боль, раны именно от того, что вы сами позволяете этим ранам как бы произойти, этим ситуациям. Поэтому вторая причина, второй, как бы, скажем так, момент, который нам сегодня показывают в нашем потоке, в нашем раскладе, что вам нужно научиться любить себя, увидеть в себе ценность, значимость, осознать все причины. Если вы не можете сами проработать, приходите ко мне на консультации через ясновидение, через просмотр вашего поля. Я все вам помогу увидеть, что происходит конкретно у вас, потому что, ну, когда расклад общий, я же не смотрю конкретно поле ваше. Я смотрю именно поле общее, знаете, среднюю температуру по палате мне показывают тех людей, которые могут сюда прийти. Ну да, понимаете, вы понимаете, что вот этот крест уже тянуть на себе и брать все на себя, ну, как бы больше уже, конечно, не пойдет. Вы не будете играть в эти игры, поэтому вы, конечно, вот в такой позиции жить, как бы, ну, как бы другим все мне ничего, вы не готовы. Поэтому вы, я думаю, что и уже начали, вы смотрите расклад, вы уже в этом процессе, то есть вы это про себя знаете. Я вот вижу, вам сейчас резонирует то, что я говорю. Поэтому, да, интересно. Да, мужчина. Ну, понимаете, это да, это вот, когда вы это проработаете, когда вы это осознаете, когда вы с этой темой разберетесь, то у вас качественно совершенно другие мужчины будут появляться, понимаете, в жизни. То есть вы, когда проработаете эту задачу, видите, у вас будут уже мужчины, с которыми вы можете спокойно, видите, они строят там дом, они рисуют чертеж. Видите, как вот какая карта, я переверну вам ее покажу. Называется она «Планы», понимаете? То есть, когда вы станете человеком уверенным в себе, который любит себя, то у вас появится рядом человек, или ваш человек рядом, может быть, который у вас есть уже партнер, он начнет относиться к вам по-другому, у вас начнется по-другому, какая-то, знаете, новая волна в отношениях. То есть именно потому, что вы уже стали другой, качественно другой. И выстраивать вы будете совершенно уже другие отношения с мужчинами. С мужчиной, который у вас есть, который появится, неважно. То есть кто сейчас смотрит расклад, неважно, в каком вы статусе находитесь. Вот, поэтому здесь именно вот вопрос самооценки, любви к себе. Вот. Любви к себе. Так, ну да, видите, любви к себе, то есть когда у вас появляется вот это чувство любви к себе, то появляется, понимаете, гармония, появляется взаимность, и, в общем-то, все начинает складываться, выстраивается совершенно уже новый путь, новая дорожка, понимаете, к новой жизни. Так, ну давайте смотреть третье. Третье сегодня, что у нас? Сегодня, видите, какое небо затянуто, серое такое. Сегодня такой расклад фиолетовый, то есть коронная чакра, духовный, ментальный. У нас сегодня уроки с вами. Сегодня расклад такой для тех, кто готов копать глубоко, для тех, кто
хочет выйти, скажем так, действительно, знаете, в высшую лигу, скажем так. Так, ну давайте смотреть, третью причину идет карта семья. Здесь что может быть? Вот я иду, смотрю, третья причина для вас это, м, ну, у вас помимо того, что у вас есть немножечко не те установки, то есть у вас как будто бы с мужчиной и у вас и у мужчины немножко расходятся ценности об отношениях, о том, какая должна быть семья. То есть мы разберем сейчас, почему так складывается, но вот я смотрю, что вы, конечно, вот хотите вот такую картинку, но такой картинки у вас сейчас по каким-то причинам не получается. Мы сейчас вот разберем, почему. То есть мне идет, что идет какое-то несовпадение ценностей. То есть, допустим, мужчина считает, что женщина должна быть сидеть дома, на кухне, там, с ребенком. И вот такой вот уклад, у него такой патриархальный, у него такой взгляд немножко домостроевский, да. А у женщины есть такое ощущение, как бы, ну не, давай вместе на равных там включаться, все делаем вместе, это то, все. Там или там даже вопрос денег мне почему-то идет, что вот кто сколько зарабатывает, кто сколько вкладывается. То есть у вас есть вот именно концептуальный вопрос именно взгляда на отношения в семье. И я смотрю, вот у вас из-за каких-то немножко страхов. Да, видите, вот шантаж. Есть какие-то у вас страхи, может быть, у вас было детство без денег, может быть, отец ушел, может быть, какие-то были такие вот травмы, что мужчины вас бросали. Поэтому вы как бы хотите немножко перестраховаться. То есть, может быть, даже тот мужчина, который у вас есть, он безопасный, он заботится о вас, он все готов для вас сделать, но вы хотите чуть-чуть больше, вы хотите ему каких-то проверок устроить, вы хотите, чтобы он, как бы сказать, с запасом вам дал, понимаете, чтобы вам чувствовать себя спокойно. А он этот запас воспринимает как бы, ну, вообще несовпадение ценностей, и ты обнаглела, понимаете? То есть вас именно, понимаете, вот видите, страсть идет, близость, да, то есть у вас это слияние, это с мужчиной происходит тогда, когда вы чувствуете, что у вас ваши, скажем так, ценности, ваши понимание о том, какая должна быть эта связь, эта близость, они у вас одинаковые. Но мне вот идет, что вы притягиваете мужчин, или у вас сейчас есть такие отношения, или в отношениях вы сталкивались с тем, что вы хотите как бы другого, видите формулу взаимодействия одним образом, понимаете? Возможно, вот видите, вы видите, как мы партнеры, мы качаемся туда-сюда, мы вместе раскачиваем эту качель, да. А вот у мужчин могло, видите, немножко встречаться вот такое, немножко домостроевское, потому что, ну, может быть, он ревнует. Есть такие мужчины, которые специально, ну, не специально, но как бы они не специально, они неосознанно женщин как бы там пытаются дома запереть, да, чтобы для безопасности, да, для безопасности себя. Ну, в смысле, я не буду ревновать, там, никто на нее не посмотрит, она моя. То есть вот такие вот не могли быть установки такие у мужчины, да, то есть подсознательные, у него тоже свои какие-то страхи, да, и травмы. Поэтому вас немножко это не устраивает, понимаете, вся эта ситуация. Так, давай дальше. Давайте дальше смотреть, что еще по поводу этой. Ну, видите, опять карта семья выходит. Интересно, видите? Тут еще может быть вопрос детей стоять. И вообще, в принципе, брака. Я же говорю, что здесь или отношение к браку, или то, как должны рождаться дети, или то, как выстраивается семья, семейные ценности. Вот на эту тему есть вопросы. То есть мне кажется, что вы уже такая женщина, немножко новой формации, и вы, ну не то, что вы хотите свободных отношений, но вы хотите равных, гармоничных отношений, чтобы мужчины не пытались вас навязать какой-то домострой или какие-то, знаете, странные средневековые какие-то установки. И вы протестуете. Вы, причем, знаете, как вы в борьбе с немножко такой за севинизм. Нет, как бы, все будет по этому, мы будем на равных, ты меня услышишь. Мы как бы вот, и вы в этой борьбе немножечко можете разрушать отношения. То есть, если бы, может быть, это как-то помягче продвигали всю эту историю, то мужчины бы не так шарахались. Да-да-да. Вот видите. Родственники, видите, но это 100% тоже у вас, видите, вот такие родовые программы идут с детства, вы, видимо, видели эти все сюжеты, понимаете, домостроя, скалки, устроя, и вы ни в коем случае не загоните себя, понимаете, вот
в позицию зависимости, в позицию, где, где вы будете, понимаете, вот вы так будете сидеть. Поэтому вы как бы берете скалочку и такая, так, здесь как бы мои правила будут. Вы как бы заранее пытаетесь эту соломку себе подстелить, вот, но на самом деле не та ситуация не является гармоничной, не приведет к счастью, потому что это две крайности. Поэтому нам показывают, что вы, возможно, боитесь немножечко вот этого, знаете, такой прям стандартной крепкой семьи, потому что вы видите, что там может оказаться для вас ловушка, опасность. Поэтому вот такая вот интересная третья причина. Поэтому она, видите, о том, что вы сейчас, может быть, находитесь в пересмотре. Может быть, вы развелись, и вы пересматриваете вообще, какие отношения вы хотите. Или вы сейчас в паре, и вы думаете, какой нам формат нужен, чтобы все были счастливы. И самое главное, чтобы была счастлива я, да. То есть поэтому вы выбираете формат оседлать мужчину, немножко сесть на шею, чтобы, знаете, как-то себя обезопасить, чтобы не было, как бы, знаете, вот предвосхитить, чтобы, знаете, как говорится, кто кого, да, то есть как там есть такая фраза, что, да, что лучшая защита это нападение, да, вот это приблизительно про вас. То есть вы именно в отношениях думаете, ну сейчас я свои правила установлю, чтобы, не дай бог, меня в свои правила не затянули. Вот. Но это нормально, вы должны понять, что мы как бы еще пока, еще не так давно, там, 50-100 лет назад жили совсем по-другому. Даже нашу маму, вспомните, для них, бабушки, для них вообще там развод, понимаете, трясина. То есть они могли быть несчастливы, но могли продолжать жить именно вот в таком состоянии несчастья, понимаете? Но вас уже в эту ловушку не затянуть, да, это отличие наших современных женщин, что мы понимаем свою ценность, мы не готовы оставаться там, где нам плохо, поэтому сегодня очень-очень интересный расклад, мощный, возможно, болезненный. Пишите в комментариях, как вам это резонирует. Да, давайте на карте Love Me посмотрим вам советы. Давайте на карте Love Me посмотрим, на колоде, на этом оракуле посмотрим вам советы, что нам карты посоветуют, что вам делать с вашими-то ситуациями, вообще с отношениями. Давайте посмотрим. Help, support. A kite always needs a string, so it doesn't fly away. Понимаете? Вот это я же говорю. То есть вы пытаетесь, то, что я говорила в первой причине, держать немножко мужчину на поводке, понимаете? То есть вы вроде бы как бы хотите такого прям классного мужчину, но видите, этот мужчина, какой он. То есть, чтобы у вас такие отношения были, вам нужно, понимаете, вот help, support, то есть как бы проработать, получить где-то поддержку. Может быть, вам нужно сходить, не знаю, на индивидуальную консультацию ко мне, куда-то сходить на расстановки, к психологу, что угодно. То есть заняться изучением этой темы, понимаете? Поэтому вам показывают, что как бы те отношения, которые вы хотите, вполне реальны, если вы как бы, понимаете, возьмете эту руку помощи от мира, от Вселенной, потому что вы смотрите этот расклад, означает, что вы хотите это проработать, у вас есть все силы это, с этим разобраться, изменить, понимаете, и притягивать в свою жизнь совершенно уже других мужчин, другие отношения. Вот. Тут женщина обнаженная, женственность, красота, натуральность. Ну, в общем, вы поняли, да? Я не буду так сильно показывать. Да, женственность. Да, ну понимаете, вот про вашу женскую природу, то, что я сказала, про самоценность, про восприятие себя женщины, про то, как очень важно раскрыть свое женское начало и свое понимание как женщины в новом формате, не в том формате, в котором вы видели в своем детстве, или которое было в прошлом, да, или что навязано обществом, да, а найти свое, да. Понимаете, вот абсолютно, абсолютно. И тогда удача, счастье, все сложится, понимаете? Passions, харизма, good things come to those who wait. Понимаете? Ну вот абсолютно. То есть это хорошие вещи приходят к тем людям, которые, понимаете, которые ждут, которые знают, что они к ним придут, которые делают для этого что-то. Поэтому если вы ждете, что все произойдет само собой, нам сегодня в раскладе показали, видите, что все-таки, понимаете, вот cleansing карма. То есть, ну вот выходит, то есть если вы с этим почистите, поработаете с этим, да, с теми моментами, которые мы осознали сегодня, да, вместе с вами через поток, то у вас, понимаете, совершенно будет новый уровень, совершенно новая любовь к вам в жизнь придет. Или в те отношения, в которых вы находитесь, понимаете, в них выровняется. Вот, как говорится, или мужчина меняется, или мужчина меняется, да, то есть вы понимаете, да, то есть если мужчина не меняется, то в вашу жизнь приходит другой мужчина. Или мужчина меняется, и вам уже, собственно, не так-то есть смысл его менять.
paranoia, madness, it takes into not recognize one. Ну, понимаете, ну вот сейчас, конечно, это может быть достаточно болезненный расклад, не такой веселый, как у меня многие на канале. Расклад непростой, задевает темные стороны вашей души, то, что вы, может быть, даже пытаетесь от себя скрыть. Но для того, чтобы что-то, знаете, как рану вскрыть, выпустить застарелую как бы рану, этот гной, чтобы он вышел, и чтобы задышала новая совершенно энергия. Поэтому смысла, понимаете, если этот нарыв уже есть внутри, есть потребность меняться, ваша жизнь будет складываться, понимаете, выразите намерение, и listening, да, meditation, понимаете, вот вы выражая намерение, медитируя, работая, у каждого есть свои способы работы. Кто-то ходит в храм, кто-то медитирует, кто-то прорабатывает, кто-то ходит к людям, кто-то обращается за помощью, кто-то просто живет и через забытие дня осознает все вещи, которые необходимы. То есть у всех разный способ работы с этой жизнью. Кто-то просто интуитивно чувствует, что нужно что-то менять. Поэтому сегодня расклад такой сложный, мощный, но, понимаете, вот мужчина такой красавчик, вполне себе появится в вашей жизни, если вы, да, потому что мы начинали с этого, именно про отношения, про любовь. Если вы там долго ждете, смотрите расклады, возможно, мечтаете, но мужчина так и не появляется, нам показывают почему, потому что на самом деле вы хотите одного, понимаете, вы хотите одного, give your all for an all-out victory, понимаете? То есть вы хотите all-in, понимаете? Вот вы хотите победы, вы хотите то, чего вы хотите, но оказывается, что вот такая, какая вы сейчас, я имею в виду, да, то есть есть какие-то установки, они мешают вам, понимаете, получить то, что вы хотите. Нам сегодня показали, какие, собственно, есть причины этого. Так, ну все, давайте закругляться. Сегодня последняя карта, ладно, очень я ее люблю, мне она так нравится. Понимаете, вот если нету в отношениях любви, понимаете, и такого слияния, нету гармонии, то это наказание, понимаете? Это вот абсолютно сегодня об этом, понимаете? То есть если вы в отношениях этого не найдете, то будет все достаточно сложно. Вот. Так, ну что, представьте, стою на пустыре, приехала парочка, веселая музыка, и у них там собака. И просто встали, прям прижались в пустое место, но почему-то они вот так вот стали. Поэтому, дорогие мои друзья, то, что я сказала, если вы осознаете это, дорогие мои девочки, то у вас совершенно будут другого качества отношения. Понимаете, отношения, в которых не будет страданий, в которых не будет, понимаете, в которых не будет уже каких-то зависимостей, не будет ощущения, что я не нужна, не любимая и так далее. У вас будет просто уже ощущение гармонии и любви. Ну что, прощаюсь с вами, до связи. Была Ева. Оставляйте в комментариях ваши пожелания, оставляйте ваши впечатления об этом непростом таком тонком раскладе. Вот. Ну, а мы с вами увидимся на этом канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Жду вас снова. С вами была Ева. Пока.